Рассказ «Волшебные очки». Ларик носил очки. Часто казалось, что в очках он родился. Так привычны были дужки, которые слегка давили на уши, и тяжесть на переносице. Но мир открывался Ларику волшебный и недоступный другим. Его окружали всегда прекрасные женщины, таинственные чертоги и неведомые дали. Совсем не обязательно было находить на карманном ноже пылинку дальних стран. Пылинку он все равно разглядеть не мог, а мир всегда представлялся ему странным и закутанным в цветной туман. Вера, жена Ларика, очень переживала его +10 и всячески старалась зрение мужу улучшить. Она искала упражнения для глаз во всех библиотеках и на необъятных просторах интернета, но упражнения приносили мало пользы. Ларик по-прежнему видел разноцветные пятна вместо людей и предметов, и казалось, что его это устраивает. Однажды на семью свалилось наследство. Очень дальняя родственница Веры умерла на чужбине. Чужбина находилась в Канаде. Через 2 года после всех формальностей и справок, подтверждающих родство 7-й воды на киселе, Вере открыли валютный счет. Первое, что сделала богатая наследница, нашла крутую глазную клинику и повезла Ларика туда на лечение. Через 3 месяца Ларик видел мир во всем его безобразном великолепии. Он был счастлив и несчастен одновременно. Вера, которую Ларик боготворил, оказалась совершенно заурядной, неухоженной бабищей. К тому же отвратительной хозяйкой. В доме было неуютно и грязно. Но Вера преданный друг и любила мужа до беспамятства, а Ларик не подлец. Он продолжает жить с Верой, старается ей угодить во всем, хотя много ли любящей женщине надо. Часто вспоминает Ларик историю, которую когда-то давным-давно рассказал ему отец. Как-то в детстве отцу подарили калейдоскоп. И как завораживали его эти орнаменты из драгоценных каменьев, как, желая добраться до изумрудов, рубинов и сапфиров, он разобрал калейдоскоп. И как горько плакал над бутылочными осколками, которыми оказались на поверку те драгоценные камни.